Сегодня я положила цветы на твою могилу. Ее украшает миниатюрный памятник из черного камня, и я всегда испытываю смешанные чувства, когда прихожу сюда погрустить о тебе. Памятник правда очень маленький. Я сначала удивилась, когда его увидела. Чем-то он напоминает мне запонку на манжете рукава. Простой, но элегантный. Я стараюсь соответствовать. Одеваюсь, делаю прически. Я хочу, чтобы мои прогулки между чем-то могилами выглядели как в кино. Уверена, тебе бы это не понравилось, но, по правде, я делаю это для себя. Ведь я, в отличие от некоторых, осталась жива. В прошлый раз твоя могила была другой, а в позапрошлый раз третий. Это напоминает одну из начальных стадий Альцгеймера, когда воспоминания начинают потихоньку сбоить и путаться. Но ты говоришь себе, что все нормально, тебе просто показалось. Ведь реальность объективна, она не может исказиться и спутаться в колтун, правда? Впрочем, на самом деле, это все не так важно. Какая разница, какая у тебя могила? Их на кладбище целый ассортимент, выбирай любую. Эти переменные кажутся мне совершенно незначительными, чего нельзя сказать о моем горе. Оно постоянно и неизменно, и в каком-то смысле оно является для меня мерой всех вещей. Когда я плачу или смеюсь, я сравниваю с ним свои ощущения. Вчера я смотрела запись стендапа своего любимого артиста и всю дорогу думала, если бы стендап был поминками, выдержал бы он конкуренцию с моей личной бедой? Я не прихожу к определенным выводам, но очень стараюсь. Знаешь, как говорят в фильмах, тебе нужно жить, ведь ушедший человек не хотел бы, чтобы ты страдала. Я не могу держать слез на трогательных моментах в кино, но в жизни подобные ситуации оказываются куда более прозаическими. Ведь в реальности ты не можешь грустить в брендовой одежде и в красивом гриме. Тебе говорят слова утешения, а у тебя в это время может чесаться нога или болеть спина. Простите за подробности, конечно, но тебе может банально хотеться в туалет. И в этом нет совсем ничего трогательного. В период, когда принято оплакивать своих мертвецов, мне не удалось найти для этого внутреннего ресурса. Поэтому я делаю это сейчас. Я пытаюсь искупить свою вину раз за разом, но все равно чувствую себя виноватой. Я решила, что буду приходить на случайные могилы. Тебя ведь все равно нет. Тогда в чем смысл ходить к одному конкретному надгробию? Каждый раз это становится небольшим приключением, и я никогда не знаю заранее, как тебя звали, какие у тебя были годы жизни. Это одна из моих лучших идей. Когда я увидела этот памятник, то сразу поняла, что именно его я и искала все это время. Крохотная черная жемчужина, затаившаяся на океанском дне между пыли и сорняков. И теперь, когда я нашла то, что искала, я уже не уверена, что мне нужно возвращаться сюда вновь. Хотя я все равно очень тебе благодарна. Твои надгробия помогли моим размышлениям. Я почесала ногу, как тогда, и пошла домой. Все так же красиво, как в кино.